Всем добрый вечер. Это были у нас небольшие технические такие моменты, которые нужно было сделать. Так, скажите, пожалуйста, меня слышно хорошо? Все лишь слышно? Напишите, пожалуйста, в чате плюсики, если меня слышно. Потому что я не понимаю, слышите меня вы или нет. Угу. Так, хорошо. Отлично. Так, я бы поставила себе компьютер сюда, чтобы я видела ваши вопросы. Вот так будет лучше. Так, я рада вас приветствовать. Надеюсь, у всех замечательно прошел этот день. И мы приступим к организационной части, как будет проходить курс и что мы будем на нем делать. Итак, мы начинаем с самых простых с вами заданий, которые вы уже увидели в своих личных кабинетах. И те, кто был на очных курсах, вам эти первые задания проходить не обязательно. Кто хочет немного поработать над навыком работы в разных направлениях тамбурным стежком, тогда вы можете это задание выполнить. Кто чувствует, что ему это задание очень простое и уже не требует таких упражнений, тогда вы можете это задание не выполнять. Те, кто раньше крючок в руках не держал, и это первые шаги ваши в работе с люневильским крючком, домашнее задание будет такое обязательное, и вам нужно будет прислать его до среды. Этого времени, я думаю, вам будет достаточно для того, чтобы проработать весь этот навык. Далее, после этого, мы перейдем к следующим заданиям, которые уже будут небольшого формата опять, и вам будет необходимо их выполнить. Можно будет выбирать задания. Но моя рекомендация все-таки стараться выполнять даже оба варианта, потому что оба варианта, они будут немного отличаться по сложности, и лучше двигаться все-таки от простого к сложному и не бояться брать к выполнению сложные задания. Вот. Поэтому на первой неделе вам ничего другого не понадобится, кроме как нитки для отработки тамбурного шва. Уже на второй неделе нам будут необходимы нитки вискоза для того, чтобы выполнять следующие работы. И те работы, которые вы будете выполнять на второй неделе, вы сможете применить в пошиве клатча. В конце курса мы дадим вам мастер-классы по пошиву клатчик, где вы сможете применить уже эту вышивку, потому что мне хочется, чтобы все-таки ваши работы потом не лежали, а они были применены в каких-то изделиях, и вы могли или же пользоваться, или же, может быть, кому-то подарить или продать это изделие. Вот. Значит, то, что я покажу, как это будет выглядеть. Значит, вот один пример такой вот клатча, который можно будет сделать. И вот такая работа. Она очень простая. Здесь нет ничего сложного. Здесь только тамбуром вышиты волны. И дальше иглой пришиваются все пайетки и бусины с шатонами. Поэтому здесь нам только понадобится навык работы крючком тамбурным швом. Далее у вас будет на выбор
две работы. Или же сделать такую работу тамбурным швом без заполнения бисера и пайетками, только по контуру вышить тамбуром. Или же выполнить вот такую работу тоже, только выполнить вышивку тамбурным швом, а уже заполнение бисером или рубкой вы будете делать на той неделе, когда мы будем переходить с вами к модулю работы с бисером. Поэтому, как вы видите, задания будут очень разноплановые, и навык работы именно крючком тамбурным швом, я думаю, что вы за 2 недели сможете хорошо наработать и закрепить уж точно. Особенно на геометрии, потому что геометрические рисунки всегда гораздо сложнее вышивать, чем какие-то абстрактные или цветочки, листочки, флору какую-то. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, по поводу вот нашей программы и того, как мы будем двигаться по курсу. Вы можете писать в чате ваши вопросы, чтобы я видела, потому что я не понимаю, насколько вы меня хорошо слышите, не слышите, видите, не видите. Для того, чтобы писать в чате, у вас должна быть регистрация на YouTube. Если, конечно, у вас нет регистрации на YouTube, то вы не сможете печатать в чате. Так, ну, не вижу, конечно, ваших вопросов. Никто ничего не пишет. Окей. Двигаемся тогда мы дальше. Угу. Слышно, но тихо. Так. Окей. Сейчас давайте я возьму микрофон. Сейчас. Хорошо, Лен, задавайте вопрос. Угу. Пишите вопросы. Давайте пишите пока вопросы. Я пойду схожу, я схожу за микрофоном. Сейчас я схожу за микрофоном и посмотрим, может, как будет лучше слышно. Я надеюсь, что так лучше слышно вам меня. Так, хорошо. Расписание трансляций. Да, расписание трансляций будет. Смотрите, у нас будет расписание трансляций, получается, я выставлю вам в личном кабинете, чтобы вы могли заранее знать, как-то планировать свое время. И ориентируемся так, что будут дедлайны по домашним заданиям. И вот в день дедлайна, да, у нас прямой эфир, вы присылаете мне домашние работы, и в прямом эфире мы еще будем их разбирать, чтобы вот в таком активном, да, процессе мы могли двигаться по урокам. Не так, чтобы я там отписывалась вам, вот, а так, чтобы мы могли еще что-то обсудить с вами. И я так думаю, что, скорее всего, потом мы, может быть, перейдем в Zoom, чтобы мы друг друга видели, потому что я, когда так веду трансляцию, я не вижу вас, и так будет проще, чтобы вы могли тоже задать вопрос голосом, а не печатать его. Поэтому посмотрим, скорее всего, мы перейдем в другую программу, да, для работы. Вот. Так что, да, хорошо, переходим в Zoom, окей. Отлично, этот вопрос мы с вами, значит, разобрали. Еще какие есть еще вопросы, задавайте. Дальше у меня еще вопрос. Все ли вам понятно в личном кабинете? Видели ли вы, что там вот было окошко прямая трансляция,
Я буду туда добавлять, если мы будем работать в Zoom, я туда буду просто добавлять сохраненные эфиры, чтобы вы знали, что в разделе «Прямые трансляции» у нас все прямые трансляции. В разделе «Там, где модули» у нас находятся все задания, все видео и вся информация по курсам, чтобы вы это понимали и видели. Далее, мне бы хотелось с вами обсудить тоже такой вопрос, как организация рабочего места. Я надеюсь, что видео по работе с рамой, по запяливанию, по ткани, как мы ее натягиваем, я надеюсь, что это было понятно. Если кому-то что-то было непонятно, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, пишите, спрашивайте. Мы к этой теме тогда вернемся. По работе с крючком я тоже надеюсь, что я смогла донести понятную информацию, и кто-то уже хотя бы начал что-то пробовать, и у вас понемногу получается. Если что-то не получается, опять же, все пишем в чат, и если что, я досниму еще видео, дообъясню то, что было непонятно. По организации рабочего места сейчас я подвину немного свою камеру, чтобы вы видели мою раму, как у меня вообще вот все организовано и как я работаю. Потому что важно очень сохранять здоровье, работая очень долго, да, по времени, и чтобы мы не вредили сами себе. Сейчас я все уберу лишнее, и мы посмотрим более подробно. Да, добрый вечер. Всем добрый вечер, девочки. Значит, смотрите, у меня в раме, как вы видите, у меня есть наклон. Вот здесь ноги у меня с наклоном. Я всегда делаю наклон небольшой. Если у меня наклон больше получается, то не совсем удобно. Рама уходит еще ниже. Поэтому у меня вот где-то такой наклон, чтобы рама была под грудью. Вот она находится у меня под грудью. Вот такое положение. Смотрите, как я разворачиваю ноги. Они у меня развернуты в центр. То есть они не стоят, не держат раму вот за края, да, а они у меня развернуты в центр. Для чего? Для того, чтобы потом в процессе можно было поставить ногу. Потому что иногда, когда вы сидите прямо, да, у вас могут просто затекать немного бедра, как бы уставать. И поэтому я меняю положение ног. Я могу ногу поставить так, да, я могу ногу поставить так, для того, чтобы немного менять даже наклон бедра, и чтобы кровь у нас немного по-другому циркулировала. Также я использую вот такой ролл. У меня есть еще, это с миофасциального релиза. На нем можно еще прорабатывать мышцы и спины, и ног, и всего вообще тела. Но я его еще использую тоже в своей работе. Я его ставлю просто на стол, какая-то подставочка, и я тогда две ноги поднимаю. То есть одну ногу я могу поставить вот сюда на ножку, и вторую ногу я могу поставить на ролл. И у меня тогда получается колени выше, немного угол коленных суставов немного выше. И кровь, опять же, немного циркулирует по-другому тогда. И вот так я меняю положение ног в течение работы. То есть я опускаю ноги, потом я их поднимаю, опускаю, да, поднимаю. Ну и, конечно же, между там, буквально там 30, 40, 45 минут я могу вышивать, встала, прошлась,
там даже просто сходить, взять воды попить, и можно там поприседать. То есть как-то вы должны немного э, подвигаться для того, чтобы не было у вас застойных процессов. Это тоже очень важно. Далее переходим к нашей осанке. С ногами разобрались. Значит, что я использую? У меня вот на стуле сзади у меня стоит вот такая штучка для поддержки спины. Мы, конечно, вроде бы как и не облокачиваемся, да, когда работаем, но иногда я могу и так вышивать. То есть я подвигаюсь близко и могу вот так вот тоже какое-то время вышивать просто расслабленно, для того, чтобы спина немного отдохнула. Когда я перехожу вот в такое положение, вот, я стараюсь весь верхний плечевой пояс расслаблять, для того, чтобы не было сильного напряжения, потому что тогда мышцы очень быстро устают, и вы просто не сможете работать. Далее, по позициям рук. Значит, рука у меня лежит на раме. Вот так. Вот одна снизу и одна сверху. Но такой момент, смотрите, если мы верхнюю руку мы можем положить, да, то нижнюю мы ее не положим. Она у нас постоянно на весу находится, и очень сильно идет напряжение по лопатке, если вы руку напрягаете. Но можно работать так, чтобы руку не напрягать. То есть это постоянный контроль над тем, напряжена ваша мышца или нет. Как это контролируется? Чаще всего, когда у нас идет где-то напряжение в теле, то ваши зубы сжимаются или же ваш язык прижимается. И тогда вы можете почувствовать, что где-то пошло напряжение. Особенно вы это можете чувствовать в первое время, когда вы только вот пытаетесь достать эти петельки, вы очень сосредоточены на своей работе. Вот, поэтому очень обращайте внимание на свое лицо. Для того, чтобы просто расслабить мышцы, улыбнитесь, и мышцы автоматически расслабляются во всем теле. Но здесь контроль обязательный за плечом. Вы еще можете иногда даже подтягивать плечо, то есть может вот такое движение идти. Вот такое движение, да, когда мы подтянули плечо, здесь уже все сжалось, потом начинает здесь уже все запекать, и потом только можно идти и делать упражнения и как-то расслаблять свой верхний плечевой пояс. Так, далее, если мы работаем с круглыми пальцами или прямоугольной рамой, и мы прикрепили это к столу, и вот у нас получается рама вот так, да, и нам некуда положить руки, вот оно у нас тогда на весу получается. Что мы делаем? Мы тогда берем, разворачиваемся вот таким образом, да, то есть подвигаемся так, чтобы у нас, вот у нас, например, здесь, нет, у меня сейчас под рукой круглый палец, вот у нас здесь с вами круглые пальцы, да, мы сели, руку положили, вот здесь опять же, да, на стол, и вышиваем, то есть вот так, можно вот так, да, сесть, ну, то есть уже контролируем, но на весу не обязательно их держать. То есть руки все равно, даже если вы на круглых пальцах работаете, вы просто должны повернуться в полоборота к столу, чтобы у вас была опора. Так, этот момент мы вроде бы разобрали. Скажите, пожалуйста, понятно ли то, что я объяснила по поводу осанки, по поводу того, как мы сидим за рамой? Напишите просто плюсики, можете написать, если понятно, если есть вопросы, задаем вопросы. По высоте рамы, я думаю, да, все понятно. То есть вот здесь рама у нас находится, под грудью. Если рама находится слишком низко у вас, то вы будете вот так скручиваться. Вот. То есть все равно пойдет вот такое скручивание, что нежелательно. У вас просто будет очень быстро уставать поясница, когда вы так скручиваетесь. И смотрите, еще тоже вот такой момент есть, когда вы работаете за рамой. То есть у нас вот идет положение корпуса, да, вот так мы работаем. И потом многие в процессе работы начинают вот так сгибаться, вот так сгибаться. Что получается? Левая мышца, да, с левой стороны широчайшая спины, она у нас напрягается, потому что мы вот так начинаем наклоняться.
С правой стороны у нас растягиваются мышцы. Потом вы встаете, начинаете ощущать боль в пояснице, потом идут не очень приятные могут идти процессы, которые уже нужно будет устранять или с массажистом, или с остеопатом, или же упражнениями. Поэтому следите за тем, когда вы работаете, чтобы не было вот этого перекоса. Одно плечо вниз уходит, да, другое плечо вверх уходит. То есть следите за тем, чтобы ваши плечи были ровные на одной линии. Это важно. Далее, если у вас, например, рисунок оказался далеко, еще тоже момент, вы не тянетесь вот так, не надо вот так вышивать. Вы просто переворачиваете раму и вышиваете так, чтобы у вас рука была вот ваше положение, вот максимум, вот это максимум, то есть локтевой сустав вот здесь доходит до рамы, до вот этой палочки, да. Все, дальше вот это все вытягивание, не нужно этого делать, потому что вы просто будете гробить свое здоровье. Не делайте этого, пожалуйста. Так, по этим моментам вроде бы я все сказала. Какие еще остались у вас вопросы по именно тому, как мы работаем за рамой, как мы сидим и двигаемся? Если все ясно, вопросов нет, ставьте плюсики. Так, ну, смотрю, что вы ничего не задаете, я думаю, значит, все понятно. А, так, угу. Окей, окей, значит, все ясно. Хорошо. В принципе, это все, что я хотела сегодня с вами разобрать. Давайте еще пройдемся по домашним заданиям. Кто не добавился в чат общий, пожалуйста, добавьтесь в общий чат вопросов и в чат для домашних заданий. Домашние задания мы отправляем только в тот чат. То есть, когда у вас уже работа готова, вы ее сфотографировали, и вы берете, отправляете эту домашнюю работу уже в чат для домашних заданий. Все вопросы, которые у вас появляются по ходу выполнения домашних заданий, вы спрашиваете в чате для вопросов. Присылаем фото туда, все черновые, все, что у вас появляется в процессе. Все задаем туда. В чате для домашних заданий мы не спамим, у нас там только домашние задания. Выполнил, отправил и все. Далее, что касается наших новичков, кто только начал работать с крючком. У меня будет просьба к вам, чтобы вы записали видео, когда вы будете работать крючком. Мне нужно ваше видео, как вы двигаетесь в правую и в левую сторону, так, чтобы я видела вашу руку, как вы держите крючок, как вы двигаетесь крючком. Для чего? Для того, чтобы увидеть на начальных этапах, если у вас будут какие-то ошибки, чтобы сразу на начальном этапе я могла это исправить, и чтобы вы уже дальше могли работать, исправив те недочеты, которые, возможно, будут, а возможно и нет. Потому что если вы заучиваете сразу неправильно, то это очень сложно потом изменить, так как оно закрепляется в мышечной памяти, и потом уже практически невозможно с этим ничего сделать. У меня были такие девочки, кто заучил неправильно, и это было сложно переучить, и лучше делать все правильно сразу. Вот. Еще такой вопрос, понятно ли все на видео, все ли вам видно, все ли понятно, то, что я показывала. Так. Смотрите, ссылки на чат для домашних заданий, у вас все это в личном кабинете. Вы заходите в личный кабинет, и вверху, сверху у вас две кнопочки: чат для вопросов и чат для домашних заданий. И вот там по ссылочке просто вы переходите, и все.
Все рисунки, которые у вас добавлены в личных кабинетах, точно так же просто нажимаете «Загрузить фото», там «Загрузить файл», и все, и вы загружаете себе это все на компьютер. Ничего, новички, все справитесь, все хорошо будет, вы не переживайте. Просто многие, кто был на очном курсе, конечно, им будет проще, потому что уже они чувствовали иногда, и я руку, да, там держала, помогала. Вот. Кто новичок, все равно вы справитесь, потому что онлайн может быть и сложнее, но я не думаю, что главное вот преодолеть вот первые 2 недели. Я думаю так, потом уже будет удовольствие. Не пугайтесь, если будет сложно. Не бросайте, пожалуйста, не сдавайтесь. Вот мы здесь все для того, чтобы улучшить навык, для того, чтобы все-таки добиться результата. И смотрите, по поводу еще материалов для следующих недель. На этой неделе только нитки для вышивки тамбуром. На следующей неделе нам нужны будут ниточки, да, вискоза. И здесь я вам, наверное, добавлю в кабинет, может быть, подбор материалов на следующий урок. И я бы хотела, чтобы вы, возможно, выбрали каждый что-то свое. Понятное дело, что я образец даю, я даю полностью готовый рисунок, вы по нему можете просто брать то, что я даю, и копировать, и вышивать. Но все-таки, чего бы мне хотелось, чтобы вы смогли развить в себе на этом курсе, чтобы вы начали учиться все-таки сочетанию, да, фурнитуры, подбору цветов, вот своему какому-то видению, не просто копированию, а понимать, как я это компоную, и применять это в своей работе. И если у вас будут какие-то вопросы по подбору материалов на вот первые самые работы, вы все это пишите тоже в чате, и я буду все подсказывать, что будет, может быть, что, может быть, не будет сочетаться, может быть, будет сочетаться, да. Мы это все вместе можем подбирать по ходу работы. Поэтому по материалам я напишу, наверное, в личном кабинете будет у вас информация. Вот. И всю остальную информацию, уже которая у нас будет идти дальше по заданиям, я тоже буду добавлять вам постепенно, потому что идей у меня очень много, задумок у меня очень много, того, чего хочу я вам дать, чем я хочу с вами поделиться. И я как бы работаю в потоке, и иногда я понимаю, что я хотела дать столько, а потом я начинаю делать, и я понимаю, что я хочу дать еще и вот это, и вот это, и вот это. Поэтому то, что есть у нас на 4 где-то недели, уже это задание есть. То, что будет дальше, я буду по ходу вам выдавать. И еще по времени. Значит, у нас первые 2 недели это работа только с тамбурным швом, и потом мы пойдем с вами уже 1 неделю будем работать с бисером, 2 неделю будем работать с пайетками и так далее. Но мы посмотрим, если мы не будем вкладываться в 1 неделю, мы будем немного это все во времени продлевать, потому что не уверена, что этого времени будет достаточно для того, чтобы охватить весь тот объем, который мне хотелось бы вам дать. Поэтому, возможно, мы поработаем с вами там не 8 недель, а 12 недель. Ну, посмотрим, как я буду смотреть, как мы будем двигаться с вами. Моя задача, чтобы вы ушли все-таки с каким-то багажом, чтобы вы наработали навык, и чтобы вы потом могли это действительно применять в своих работах. Так. Девочки, если остались какие-то вопросы, пишем все сейчас, или же можно будет потом написать просто в чате в Телеграме, если вы что-то сейчас забыли. Мы тогда обсудим это в Телеграме. Возможно, где-то буду голосовыми вам сообщениями отправлять в Телеграме, где-то буду печатать. Посмотрим. Я вас очень прошу, чтобы вы все-таки включались в работу, находили время.
потому что очень важно, когда мы более интенсивно работаем, не растягиваем во времени это все, и тогда результат, конечно же, будет более лучшим. Так, ну, я смотрю, вопросов пока нет у нас в чате. Поэтому давайте на сегодня мы пока будем заканчивать. И встретимся тогда с вами на следующем эфире в среду. Там мы обсудим домашние задания с вами. И, скорее всего, мы будем уже встречаться в Zoom. И у нас будет более активная с вами связь. Мы будем видеть друг друга и сможем уже общаться, задавать вопросы, не печатая, да, вживую. Вот. Поэтому, если кто-то забыл что-то спросить, пишите в чате. И встречаемся с вами в среду. Всем пока.